Я решил провести ночь в старом доме, который был построен на могилах местных жителей, расстрелянных тут 80 лет назад. Еще с 1980-х годов в этом доме начали происходить жуткие события. Из огромной семьи в живых остался лишь один человек. Поначалу ничего не происходило странного, но все поменялось после проведения обряда по вызову духов этого места. К 2 часам ночи полтергейст начал себя проявлять и через некоторое время вышел из-под контроля. Выламывая доски в полу, он хотел вырваться наружу. К сожалению, пострадало и мое оборудование, а утром, осмотрев дом, меня ждали странные находки и еще больше вопросов. Что это? Что? Кто-то ходит. Где? Там, полицай. Друзья, если вам нравится мой канал, вы можете поддержать его, став спонсором канала. Кроме уникальных преимуществ, доступных спонсорам, вы поможете мне собрать деньги на покупку новой камеры ночного видения, чтобы следующие выпуски были еще интереснее. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Деревня Заболотье. Так, друзья, мы пришли наконец в этот дом, о котором я вам рассказывал. Вот так он выглядит. Вот здесь именно происходили те самые вещи. Мы, кстати, не ходили никуда дальше. Мы тут сегодня с Эдвардом проведем ночь. Держи. С первого раза. Второй раз угадываю. Это сразу закрывается. Подожди на секундочку. На тебе ключи для прожектора. Ребята, это вот то самое помещение. Смотрите. Тут раньше висела ленточка, помнишь? Да. Была ленточка, сейчас ленточки нет, а справа, насколько я помню, была икона. Друзья, та женщина, которая нам разрешала сюда приехать еще в июле, только сейчас вернулась, откуда-то она куда-то уезжала, и нам повторно разрешила сюда прийти. То есть мы тут не были 4 месяца. И тут что-то поменялось на самом деле. То есть шкафчики появились, пропала икона. Но так, в принципе, все как было, так и осталось. Сейчас наша цель это тут расставить камеру со светом. И мы эту онлайн-камеру подключим к нашему ноутбуку и будем находиться в другом месте, наблюдать всю ночь, что тут происходит. То есть мы тут сегодня ночевать не будем. Мы просто поставим камеру и будем наблюдать в онлайн-режиме, что тут происходит, и слышать все звуки, и увидеть в реальном времени, что тут есть. Короче, ребята, подключили мы удлинитель этот вот там в хате. Провели сюда удлинитель USB провода. Сюда мы запитаем нашу камеру. Сюда же мы подключим наш микрофон высокочувствительный. Слышите, гром гремит. Итак, да будет, наверное, свет, ребят. Засветилось все. Засветилось и... Первая часть работы выполнена. Итак, друзья, вот такое вот у нас оборудование. Так как у нас эта лампочка очень плохо светится, мы добавили сюда наш прожектор. Стоит наш микрофон высокочувствительный. Будем сейчас
с Эдвардом уходить с этого места. Так, ребята, вы можете видеть, мы настроили все наше оборудование. У нас видно комнату, у нас вот есть звук. Мы сейчас наденем наушники, будем пить квас. И очень надеемся, что что-то запишется сегодня. Ты думаешь, вообще что-то получится у нас или не получится сегодня? Получится. К слову, пару слов об этом месте. Этот дом, как я выяснил, находится на месте старой немецкой комендатуры. То есть вот здесь, возможно, в этом дворе, в соседнем дворе, была немецкая комендатура, в которой во время Великой Отечественной войны были немцы, то есть администрация немецкая. И говорят, как говорят архивы, что тут расстреляли нескольких людей на этом месте. Поэтому тут злостная энергетика. И вполне возможно, что из-за этого тут проявляется полтергейст. Вот, честно, я не особо в это верил, пока, я бы и хрен поверил бы, до тех пор, пока я реально не проснулся и не увидел, что сама по себе загорелась свеча. То есть я спал, и когда проснулся, горела свеча. Ну, любой шорох там можно списать на погоду, на сквозняк, там, на совпадение. Но чтобы свеча загорелась, ну, таких совпадений не бывает. Еще третий раз звук такой был. Ребята, как вы думаете, что могут значить звуки такие, как по глухому дереву? 3 раза уже было за вот буквально 1,5 минуты. Сам послушай. Возможно, повторится. Держи. Если услышишь, скажу, такой глухой тук по дереву. По-моему, вот сейчас был, ну такой слабенький очень. Да, он очень слабенький, тихий, такой так. Вот да, как Такой вот, вот такой такой под вот. дерево, под пол, с-под пола кто-то бьет. Блять, говорю, у меня мурашки по коже сейчас. Так, ребята, прошло уже минут 40, пока ничего не происходит. Прожектор уже начал чуть садиться. Я изначально кадр просрал, и меня чуть-чуть криво снимала камера, и вы, наверное, видели изначально, так что извиняйте. Наверное, еще чуть послушаю, если нет, то буду идти вызывать, делать обряд со свечами. Неохота мне вообще этим, конечно, заниматься, но мне просто интересно спровоцировать какую-то ту энергетику, которая там присутствует, если она там присутствует. Но в прошлый раз были доказательства того, что там не все чисто. По крайней мере, то, что зажигает свеча, это уже не есть хорошо. Что ты, как ты себя чувствуешь? Ну, Спать клонит? такое. Я понял. Пока Ну, пока что тишина. что Пока да. что ни хрена не происходит. Конечно, не по себе от того, что мы сюда вернулись, но вроде пока что ничего не происходит. Далеко собрался? Так, ну нет. Ой. Пару минут. Прямо налево. Ребят, уже рубит спать писец. Не представляете. Если ни хрена не будет происходить, ребята, наверное, пойду поставлю свечки, вызову кого-то. Ну, по крайней мере, постараюсь призвать кого-то, чего-то. Проверить, что там есть, и спать. Вот, шаги слышу. Эдвард возвращается. Ну, в принципе, что ему делать на улице в такую погоду? Холодную. Шульц, Шо? кто
Кто ходит? Где? Там, полисадники. Блять. Идем. Подожди, дай кину на себя. Какого хуя? Ну беги сейчас. Где? Где ты слышал? Вон там. Видишь? Вон там между деревьев ходили. Блядь, идем посмотрим. В сторону вон того поля пошел. Я даже и слышал какие-то. Пиздец, конечно. Вон, видишь следы? Вон, протоптал. Где? Ты видишь? Вон, протоптал. Ага, Ты понял? Протоптал. да. Ходи. Там вдалеке, под калиткой. Вон он. Вон кто-то проходил. Соседи, блядь. Я не... Наверное, ушел. Блядь, за кусты, наверное, ушел куда-то. Видишь, впереди, вот кусты. Да. Наверное, за них, сука, ушел. Вон, видишь, следы Столбики, да. к ним ведут. Блядь, сука, Это соседи быть не может. Тут ближайшие Ну, там соседи там- далеко. не знаю. Блядь, ты посмотри, какой тут гамак. Ого. Кому он тут нужен, блядь? Здесь уже никого нет. Смотрите, ребята. Он дико старый. Весь тупо, блин, покрытый плесенью. Ни один десяток. Кстати, я таки во дворе не был тут еще ни разу. Не доводилось сюда заходить. Подсними меня. Короче, ребята, были звук во дворе. Там под калиткой есть тропка. Или кто-то тут ходит, возможно, местный лазит, я не знаю. Может быть, зверь вел. Но кто-то ушел за кусты. Мы туда идти не будем, потому что болото сейчас будет ноги в кизяках. Наверное, сейчас сядем дальше, послушаем. Если пока опять нифига не будет, то сделаем вызов и спать. Идем, блин, сыро. Реально, мне как-то стремновато, честно скажу. Короче, ребят, непонятно, кто там ходил. Надо время от времени выходить смотреть. Потому Да. что, знаете, мне иногда кажется, что местные как будто, знаете, следят за нами. Типа, мы новички, ну не новички, но новые люди в деревне нас видели днем. Ну не днем, вечером уже при сумерках. И, возможно, они просто-напросто следят за нами, потому что все-таки война. И мало ли что они там думают. Короче, дальше 5 минут подождем, если там ни хера, то я пойду проведу обряд со свечами. Ладно, короче, наверное, я пойду проведу обряд. Держи. Следи за всей этой ерундой. Потому что я могу не контролировать ситуацию. Ребят, решил спровоцировать сущность, которая тут присутствует. Зажгу свечи и постараюсь хоть что-нибудь вызвать. Домового, не знаю, полтергейста, что есть. Проверим сейчас углы.
актива я не вижу. Если кто-нибудь есть, подай знак. Приди сюда. Если кто-нибудь есть, какая-то сущность, другое существо, подай свой знак. Прояви себя. Поставим перед зеркалом. Теперь, ребята, за зеркало смотреть нельзя. Потому что то, что там присутствует, возможно. Сейчас вызова может негативно сказаться на мне. Если тут кто-то есть, подай знак. Приди сюда. Прояви себя каким-то образом. Физически, звуковым, визуальным. Если присутствует душа погибших людей во времена немецкой оккупации, проявите себя как-то. Если кто-то есть, приди сюда. Души невинных и погибших, придите сюда, проявите себя. Никакого результата нет. Смотри, нельзя. Ребята, пока все тихо. Нервно буду я. Возвращаться к компьютеру. Постоим, подождем немного. Если ничего не будет, то... извините, всегда бывает что показать. Я надеюсь, что обязательно будет, потому что в прошлый раз было сильно тоже время грозы. Сейчас гроза закончилась. Я не думаю, что есть как быстро исчезнуть. Прожектор чуть подсел. Ну ничего страшного. Вообще тишина. Я уже понял. Никакого пока проявления потустороннего нет, ребят. У меня мысли пока никак не проявляет. Надо посмотреть просто за свечами, если ничего не будет происходить, то... Ну а что тут? Ну ничего, блядь. О! Звук пиздец. Слушай. Ну-ка.
Во. Как будто кто-то шкрябался. У меня было. А у тебя что сейчас слышно? Опа. Что там? Вот сейчас топот был. Блядь, как будто под полом кто-то шкребет. Под пол. Да. Под пол. Под полом, потому что помнишь, мы изначально слышали звук Мгм. тук-тук. Во. Скребет. Ну да. Под полом. Под полом. Да. Вот сейчас слышно, шкребет. Шкребет. Под полом Опять. шкребет. Опять шкребет. Именно под полом, блядь, когтями, как будто, сука, говорю, у меня мурашки по коже. Что-то есть там. Какую-то тварь вызвали лютую. Хорошо. Она, сука, аж рвется из-под пола, понимаешь? Хорошо, что мы сейчас. Хорошо, что мы там сейчас не там. Вообще нельзя в зеркало было смотреть, я не смотрел. Ну через экран, думаю, можно, блядь. Говорю, у меня мурашки, ребят, по коже. Как будто копают. Может быть, это души этих погибших людей проявили себя, которых тут расстреляли. И они, знаете, как будто звук, как будто могилы себе копают, блядь. Но звук, как будто реально копают, просто лопатой выгребают землю. Из-под полы идет.
Ох ты, смотри, ты видел? Вот сейчас. Дверь. Опять, шире. И закрывается. Двигается, двигается. Вижу. Туда. Я считаю, ребят, что это явный сигнал того, что нам надо пойти посмотреть, что там. Возможно, там какая-то разгадка этой тайны, я не знаю, за дверями. Потому что Опа. оно второй раз уже. Первый раз, когда прошлый раз я ночевал, эта дверь шевелилась только чуть-чуть, я помню. Я не слышал, я спал. И опять. Хера себе, блядь. Это какой-то сильный полтергейст. Так, ребята, я уже камеру отсюда эту снял. Вот наш прожектор. Эдвард, заходи. Икона. Наши свечи. Давай задуем. Не смотри в зеркало, просто задуй свет. Надо сделать обряд соли, потому что мы сюда что-то это призвали. Что-то или бегало, или что-то открывалось все это дело. Что я могу сказать? Я отпускаю вас с миром. Уходите. Уходите. Я вас отпускаю с миром. Идите к свету. Злая нечисть боится соли, особенно четверговой соли. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Друзья,
Вы сами все видели. Я даже не заглядывал еще сюда, посвети. Здесь у нас здесь есть книга, икона. Ух ты, елки-палки, ребята. Смотрите, тут сколько всего. Лошадь какая-то. Фотографии, цепь. Давай все-таки посмотрим. Думаю, нам ничего не будет за то, что мы посмотрим. Нет. Смотри. Значок гражданской обороны. Такие в бомбоубежищах были. Значит, где-то тут, наверное, бомбоубежище есть. Либо же человек, который тут жил, наверное, работал, возможно, комендантом там. Очень может быть. Да, это шеврончики Хорошо такие. сохранился. Монета. Ребят, юбилейная монета советская. Что тут? 50. 50 копеек. Угу. Какого оно года? Не знаю, может 70-е какие-то юбилейные. Не указано. От керосиночки. А, еще что-то. Монета, еще одна. Это уже 1 рубль. 1 рубль. Да, это юбилейные монеты, ребята, лежат тут. Юбилейный. Слышал, чок-чок. Да. Блять, не всю нечисть мы выгнали отсюда. Такой куб был звук. Ладно. Чуть ярче прожектор сделаем. Пусть такой будет. Опа. Ребят, очень интересные часы, смотрите какие. Это не часы. А что это? Барометр? Барометр, да. Да, это барометр. Немецкая надпись. Офигеть! Ребят, он немецкий. То, о чем мы говорили, вам представляете? Ну, тут еще есть какие-то интересные вещи. Фотографии старинные. Какой-то завод. Блин, несочетаемое какое-то. Дети, зайчики. На каком-то утреннике, судя Да. по всему. И какой-то завод, колхоз или что это, блин. Очень похоже на какое-то что-то типа малоперерабатывающие сооружения. Блин, но если нам сюда постоянно указывала дверь открывающаяся, значит, тут должен быть какой-то, блядь, ответ на наш вопрос. Может быть. Ну, может, ответ в этих фотографиях? Я сейчас, сказать, сомневаюсь. Давай еще посмотрим. Подержи чуть-чуть. Ох, вонючая дрянь какая-то. Поставь. Груздь. Гриб. Ну его нахер. Ну, вроде не воняет сюда. Блин, книга лежит. Внутренние какие-то болезни. Опа. Это что такое? Еще фотографии. Да. Фотографии в книге. Опять утренник. Близко не сильно приближай, потому что все равно камера не фокусируется. Ребенок с гусями или с чем, я не знаю. Вообще там есть какая-то? Марина написано. Марина. Да. Кто тут Марина? Я не знаю. Не она ли Марина? Не знаю. Ну, может вполне возможно, что эта женщина на стене и есть в детстве. Тут изображена. Покажи эту женщину, вот. Уже показал. Вот, ребята. И где-то она тут изображена.
Я не знаю. Ну мы тут так уже не определим, это, наверное, на тот... Загадку никто не ответит. Что тут еще есть? Ничего. Здесь пусто. А вот это последняя фотография. Это гроб на телеге. Ты посмотри, действительно. Тут А хоронили... это деревня. Та же Да, самая. это даже деревня. Возможно, это даже эта улица, просто сейчас многое поменялось. Может быть. И это, наверное, еще 50-е года, может быть, 60-е. Не подписано. Ребята, я даже не знаю, что тут сказать. Очень странное сочетание фотографий. Детские фотографии подписаны как Марина. Последняя фотография — это изображение мертвого человека в гробу на телеге. И это все между собой было соединено тут. Таким вот образом. Или так, или как оно было. Вроде так. Блин, давай посмотрим, вот тут еще что-то есть. Книга 87-го года. То есть это положили после того, как книгу выпустили. Может, в 90-х годах фотографии вложили. Мгм. Блин. Давай еще посмотрим по книгам. Надписи нет. Это возьму старые книги СССР. Ничего нет. Опа! Что тут у нас? Банк для внешней торговли СССР на сумму 25 рублей. 1900 неуказанный год. Одесская область. Ага. Блин, я даже не знаю, я просто... Никогда, я не был в СССР, никогда не жил, я не знаю, может кто-то подскажет, что такое внешняя торговля. Внешняя торговля СССР. Слушай, это не те чеки, которые выдавали для того, чтобы могли пойти в комиссионный магазин люди? Моряки, например, по чекам в комиссионке. Может быть. Дорогущую технику, аппаратуру там японскую купить. Может быть. Я не знаю, просто я могу ошибаться. Я только точно помню, что они были разного цвета. Там красный, вроде желтый, синий, тут красный. Так, ребята, давайте запечатлит камера. Возможно, вы сможете дать более подробную информацию. Это очень интересно. Блин, я хочу еще посмотреть. Знаете, человек когда-то должен был погасить этот билет. Прошло столько лет. Человека, возможно, нет в живых, а его билет не погашен остался. Так. А, вначале я подумал, что это такой же самый. Ага, а эта книга когда-то была в библиотеке, но она туда так и не вернулась, ребят. Здесь у нас еще какая-то такая книга. Смотрите, старинная. Наклеенная. Такого уже не встретишь. Она крайне легкая. Крайне легкая. И она Ворошникова или Воронец 18.3.86 год или 58 год. Это у нас словарик какой-то. Может быть, тут что-то интересное лежит. Кстати, заметь, отрезана страница, что очень странно. Ты смотри, клад очередной. Червонцы. Да. Это чья-то заначка, ребят. 100. 10. 111. И, блин, купон. А что они еще тут делают? Карбованцы. Да, это купон. Карбованцы, да. 91 год.
Они вообще как-то тут не кстати. Вот еще что есть. Но это 100%, ребята, была заначка. 111 рублей. 111 рублей это, блин, месячная зарплата уважаемого человека. В среднем там, как моя бабушка спокойно ныне рассказывала, она в среднем имела 70 рублей в месяц. Дед работал газосварщиком вот такого вот разряда высокого, имел 120 рублей. Тут, в принципе, заныкана чья-то зарплата. Возможно, мужик когда-то спрятал и чтобы жбанюру дать. Вот мы нашли, ребята, историю из прошлого. Но мы не нашли самое главное. Мы не нашли ответ на то, что тут происходит. Иди сюда, Эдуард. Ребята, единственный вариант, что мы сейчас можем сделать, наверное, это все-таки идти на чердак надо. Потому что вся херня там была. Или же тут. Либо же был звук из-под пола, то, что мы слышали. Либо же, ребята, был звук с чердака. Потом, наверное, я сейчас вооружусь фонариком и пойду наверх. Короче, ребята, поднимаемся сейчас на чердак. Возможно, там будут ответы на вопросы, потому что в шкафчике ничего интересного не было, к сожалению. Идем, подсветишь немного. Блядь, собаки разлаялись, писец. Блин, закрыт. Какую-то цепочку. Ух ты, блядь, что ты?